Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте русского народа в Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сағымбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе. Затем на кыргызском языке. Затем я перевел его на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кроме этого, я сейчас продолжаю работать над второй частью трилогии Манас Семетеев. Я сейчас пишу второй том романа Семетей. Но теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа «Манас». Слава Богу, довольно произнес Манас, легко спрыгнув с лошади. Мы в целости и сохранности достигли отчизны. Я бесконечно благодарен Всевышнему, что дожил до этих дней. Со слезами на глазах произнес Жаков. Проведя немало бессонных ночей, я размышлял о том, смогу ли достичь родных мест, или мне суждено погибнуть на чужбине среди чужаков и умереть от тоски по родине. Мои самые сокровенные мысли сбылись, и я увидел землю предков. И если теперь отправлюсь на тот свет, то уйду без сожаления. Не слишком спешить отправляться туда, пошутил Манас. Впереди еще очень много дел, которые нам предстоит решить. Ладно, так уж и быть. Я согласен пока пожить, улыбнулся Жаков. Отец, стоит ли останавливать кочевье здесь, или поищем другое место? По-моему, нам лучше остаться. Мы в течение 2 месяцев ехали по горной местности, где ничего не росло. И было очень мало воды, поэтому все измучились от жажды, а скотина наша изрядно пострадала от голода. Как видишь, долина Уцадыра очень богата на растительность и пресную воду. Отсюда также близко до заветного нами Анижана. До него остался всего лишь 2-3-дневный переход. Ладно, отец, в таком случае пока остановимся здесь. По приказу богатыря кыргызы остановились в Уцадыре. Они привели себя в порядок в речке. Выгрузив весь скарб с верблюдов, народ установил юрты по всей долине вдоль дороги. Затем они стали пасти скот и гнать на водопой табуну лошадей Каракулжу. Кыргызы приняли особые меры безопасности, памятуя о том, что прибыли на землю смертельного врага Алоке. Выставленные в качестве ограждения кочевья повозки были привязаны друг к другу новыми, очень прочными цепями, а на охрану были выставлены самые сильные и опытные воины. Не только десятники, но и сотники, но и тысячники снова и снова проверяли все дозоры. Все прекрасно понимали, если воины Алоки прорвут оборонительные ряды, то никто из них не останется в живых. В такой сложный, опасный момент Манас еще раз доказал, что он храбрый, мужественный человек. Когда все устроились, богатырь еще раз проверил боеготовность войск. Вспомнив о том, что лето заканчивается и приближается осень, Манас решил сходить на охоту. Когда он сообщил отцу о своем решении, у Жакова от удивления глаза полезли на лоб. Что случилось с сыном? Не поверил своим ушам отец. Мы прибыли во владение надменного, непобедимого Алокия. Так почему глупый сын говорит о какой-то охоте, вместо того, чтобы держаться на стороже? Он что, сошел с ума или растерялся, испугавшись Алокия? Иначе разве нормальному человеку в такой обстановке придет в голову мысль отправиться на охоту? Разгневанный Жаков хмуро посмотрел на Манаса. «Сынок, ты шутишь или говоришь серьезно?» Зло спросил старик, не скрывая своего раздражения. «Отец, я не понял ваших слов», удивленно посмотрел на Жакова Манас. «Ишь ты, каков подлец!» Еще больше разозлился Жаков. «Притворяется, что не понял меня. О какой охоте ты говоришь, сынок, когда нас со всех сторон окружают враги,
а Алоки жаждет напиться нашей крови. Ну и что с того, безмятежно ответил богатырь. Чтобы защититься от него, предпринято все необходимое, а наши воины стоят начеку. Что случится от того, что я постреляю немного архаров, оленей и развлекусь, пока народ полностью обустроится на новом месте? Ты понимаешь, что за чушь несешь? Чуть не заревел разъяренный Жаков. Если ты уйдешь на охоту, а в это время китайцы нападут, то кто будет командовать войсками? Как оставший без правителя народ сможет оказать им сопротивление? Никто сейчас на нас не нападет, рассмеялся монах, увидев покрасневшее лицо отца. К тому же я иду на охоту не на месяц, а на 2-3 дня, к тем виднеющим горам. Если возникнет какая-нибудь опасность, дайте только знать. Я сразу примчусь обратно. Как не упрашивал Жак, монах не стал ее слушать. На следующий день, на рассвете, взяв с собой 60 воинов, он отправился на охоту. Охотники непрерывно шли по высоким заснеженным горам, обошли крутые скалы, обрывистые ущелья и вечером добрались до широкой горной долины. Установив в густом лесу шатры и палатки, притороченные к лошадям, отужинав припасами, уставшие от долгой дороги охотники легли спать. На следующий день, когда рассвело, проснувшись жрицы с восторгом стали оглядываться вокруг. Их со всех сторон окружали исполинские горы Аратуза и Алпканчика, на вершине которых блестели никогда не тающие ледники. Если на верхних склонах гор, на поверхности обрывистых скал практически ничего не было, то внизу в изобилии росли вечно зеленые арчевые леса. Обитавшие там разные птицы, будто обеспокоены прибытием незнакомых людей, тревожно летали туда-сюда. Пару раз охотники услышали грозный рев тигра, который потряс их до глубины души. Всем поневоле стало не по себе. Кажется, нам очень повезло, весело обратился к воину монах, одетый в красный верблюжий халат. Видать, вокруг обитают все виды птиц и животных. Даст Бог, мы здесь волю поохотимся и возьмем богатую добычу. Поспешно позавтракав, джигиты начали охоту. Как говорил монах, здешние места были очень богаты на животных. Охотники, подняв громкий крик, стали отстреливать оленей, архаров на скалах и радостно гонялись за горными козлами. Вконец измучив, они пристреливали их. Увлеченный охотой монах, забыв про обещание отцу вернуться через 2-3 дня, остался в горах на 9 дней. Алоки, услышав о том, что пришли страшные враги, начал готовиться к битве с ними. Он из отдаленного Коканда, близлежащих Маргалана, Большого Андижана и Сузака собрал 500 000 воинов. Но хан присоединил к своей армии не всех подданных. Он призвал ряды войск всех монголов, калмаков, тарвотов, зангытов, но составляющие большинство населения сыновья отца Кыргыза были лишены такой участи. Когда его спросили о причине этого, Алоки так ответил своим приближенным: у Манаса и моих приближенных общий предок. Когда он придет сюда, алаши продадут меня, как продали в Ташкенте Пануса. Поэтому близко не подпускайте их к армии, гоните их к кыргызам. Согласно этого приказа, китайцы начали вытеснять кипчаков, сетеитов на запад, приговаривая: уходите к своим кыргызам, не давая места Окчу и Думарам, Нойгутам и Дуолосам. Они стали гнать их из своих рядов, поступая таким же образом с катаганами, включая их в армию. Алоки призвал ряды воинов только китайцам. Подняв над головами знамя Алоки из чистого золота, собрались 500 000 воинов, состоявших из богатырей и слачей. Очень обрадованный этим хан почувствовал себя вершителем судеб о своих воинов, львами, стал крайне заносчивым и самокомерным. Я раздавлю Манаса,
потирая руки, подумал он. С таким многочисленным войском меня не сможет одолеть никакой враг. Пусть придет не один монас, а 1000, я все равно справлюсь с ними. Немного успокоившись, он вспомнил монаха Иранку Дука и снова нахмурился. Я еще до рождения монаса знал, что этот щенок станет таким великим богатырем, расстроился Лука. О нем было написано в нашей священной книге Исерла сотни, тысячи лет назад. В ней было предсказано, что монас одолеет калмаков, китайцев и овладеет Беженом. Ни у кого нет никаких оснований не верить такой книге. На протяжении многих веков почти все ее предсказания сбываются в точности. Как я могу противостоять против богатыря, которому суждено взять Бежен? Не зная, что предпринять, приунывший хан долго сидел молча на своем троне. Что теперь делать? Растерянно думал Луке. Я хотел бы пойти против монаса, но по Истерлапу никто не в состоянии его победить. Однако, если с многочисленным войском не оказываю сопротивления, я сдамся ему без боя, никто этого не поймет. Меня все будут называть трусом, слабаком. Я буду опозорен на века. Как выйти из этого положения? Как спасти народ от такого страшного врага? Встав с места, рассказывая взад вперед, а Луке решил пойти на хитрость. Я сейчас отправлю к монасу своего человека и пропугну его, подумал хан. Если он испугается и уйдет с моих владений, я избавлюсь от страшной опасности. Если нет, то тогда приму другие меры. Чтобы осуществить свой замысел, он позвал к себе Тселика, одного из своих знаменитых богатырей. Рослый, могучий телосложение с огромными, как лопата, руками, рыжий, горбоносый, скуластый, 35-летний богатырь сразу примчался к Луке. «Вы вызывали меня, мой хан?» – поклонился Тселик. «Слушаю вас. Ты сейчас поедешь к монасу», – повелительно сказал хан. «Слушаюсь», – готовность ответил Тселик. «Что ему передать?» «Передай монасу от меня привет. Пусть он правильно поймет, что я отправил к нему посла в знак уважения к нему. И сделай соответствующие выводы. Пускай монас не притесняет мой народ и не останавливается на моих землях. Если кыргызы испугались Исенхана, бросили все имущество, в страхе убежали от него, я тут ни при чем. Я не жалею никакого зла. Я не желаю никакого зла кыргызам. В знак доказательства этого я готов пропустить их туда, где они пожелают поселиться. А если монас хочет осесть на моей земле, я и на это согласен. Единственное мое требование, пускай он вместе со своим народом платит мне дань. Вы абсолютно правильно говорите, снова поклонился хану Тселик. Но пускай монас, пренебрегая мной, не начинает у меня шуметь и останавливается без спроса на моей широкой ферганской земле. Сердито продолжил свою речь Луке. Я ему что, дешевый враг? Чтобы он погрузил свою поклажу на верблюдов, направил к Канжиану, без спроса поселился там. Как бы он ни был храб, пускай монас перегибает палку и знает свое место. Пускай он уважит мои слова, быстро прибудет ко мне и попросит прощения за свое самоуважение. Если монас не согласится, я прикончу его. У меня есть 500 тысяч вооруженных до зубов всадников. Он никогда не сможет одолеть меня, если мы сойдемся лицом к лицу. И ежели монас не хочет подохнуть, пускай немедленно подчинится мне. Ты передай это ему дословно, мой богатырь. Будет сделано, повелитель. Монас без спроса пришел на мою землю, но, не выдержав притеснения Бежена, не ставя меня ни в грош, он нахально примчался на мою широкую Ферганскую долину. Еще больше распалился Луке. Если я покажусь на глаза сбесившихся кыргызов, как бы они
не подохли бесславной смертью. Пускай монах знает место и отправляюсь обратно на Алтай. Это вы здорово сказали, образно ответил Целик. Вы обязательно одолеете этих плутов, кыргызов. Еще передай Манасу. Если есть на свете два могущественных правителя, то я один из них. Я слон, способный поднять какую угодно тяжесть. Пускай он выслушает меня и немедленно прибудет ко мне. Наговорив еще немало таких неуместных угроз, Алоки отправил гонца к кыргызам, хотя сам смертельно боялся их прихода. Обрадованный тем, что им оказано такое доверие, Тизелик взял с собой 50 человек и отправился в путь. В поисках Манаса он добрался до аила Бая-Жак, который обосновался на берегу речки Каракулжа. Увидев незнакомых вооруженных людей, собаки аила с громким лаем бросились навстречу ему. Поняв, что прибывшие люди китайцы, сельчане прогнали прочь непрерывно лаявших собак. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.